Всех рады приветствовать, вы на канале Новостник. Лесополосы усеяны телами, контрудар в ВСУ под Сумами. Осень принесет мобилизацию. Россия продолжает наносить удары по промышленным и военным объектам противника в ходе ночных операций. Десятки ударных дронов обрушились на родной город президента Зеленского. В это время украинские инсайдеры прогнозируют сложную осень и усиление мобилизации. Боевые действия не прекращаются ни на минуту, что опровергает слухи о скором завершении конфликта. Напротив, все указывает на усиление боевых действий, и основные столкновения еще впереди. Об этом и многом другом в нашей сводке неофициальных новостей специальной военной операции. Кстати, Трамп заявил, что ракеты для систем «Патриот» уже начали поставляться Киеву в рамках новой договоренности со странами НАТО. Ночью несколько украинских городов подверглись масштабным атакам. Особенно интенсивными были атаки в Кривом Роге, где было зафиксировано более 40 взрывов. Произошли частичные отключения электроэнергии, и насосные станции перешли на резервные генераторы. Удары пришлись по промышленным предприятиям. Более 30 дронов «Герань» и несколько ракет «Искандер» атаковали предприятия украинского военно-промышленного комплекса и аэродром украинской армии в городе. После массированного удара в городе нет электричества, что может свидетельствовать о попадании в ТЭЦ или подстанцию, снабжающую город. Судя по первичным признакам, пострадали железнодорожный узел и стоящие на перегоне составы, пишет ветеран ЧВК «Вагнер», автор телеграм-канала «Кондатера». Кроме того, взрывы были слышны в Виннице, Харькове, Запорожье и Сумах. Вражеская система ПВО не справляется с нашими ударами и пропускает многое. Русские методично уничтожают цеха, склады, промышленные объекты и ремонтные базы. Каждый такой удар наносит убытки в миллионы долларов, увеличивает разруху и потерю ресурсов Украины, нарушает логистику и многое другое. Это в конечном итоге сказывается на дефиците снаряжения и оборудования на фронте, вынуждая Киев воевать живой силой, истощая резервы. Это усиливает дефицит бюджета и удорожает войну. Осенью на Украине будет мобилизация, точнее, ее ужесточение, отмечает украинский инсайдер «Легитимный». Напряженная обстановка под Сумами. Тем временем сумское направление остается крайне напряженным. На одном участке мы имеем успехи, на другом – контрудар в ВСУ. На Теткинском направлении после освобождения Яблоновки русские десантники 11-й бригады ВДВ закрепились на позициях и продолжили наступление в сторону Храповщины. Штурмовые группы, захватив лесополосы, вышли к трассе Сумы, Юнаковка и продвигаются на юг, несмотря на контратаки противника с использованием артиллерии и FPV-дронов. В район был переброшен 425-й батальон ВСУ «Скала». Однако враг не смог остановить наше наступление. На этом участке лесополосы усеяны телами погибших украинских военнослужащих. Наши артиллеристы непрерывно поражают цели противника видео с официального телеграм-канала Минобороны. Потеря Храповщины критически скажется на обороне украинской армии. Это будет означать, что до города Сумы нашим штурмовикам останется только зайти в лес и выйти из него. Поэтому противник старается всеми силами удержать позиции, но у него это не получается, отмечает автор телеграм-канала «Архангел спецназа». Западнее обстановка несколько сложнее, так как украинские формирования перешли в контратаку за счет подразделений, переброшенных с Теткинского направления. В ходе последних боев Андреевка перешла в серую зону. Обстановка на направлении сохраняется напряженной. Бои не прекращаются ни на минуту, что противоречит блуждающим в сети настроениям, что конфликт вот-вот закончится. Все идет к усилению боевых действий, и основные столкновения еще впереди. США возвращаются в игру. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для «Патриот» уже начали отгружаться Украине в рамках новой договоренности со странами НАТО. Они идут из Германии, и потом Германия их заменит. И во всех случаях США все будет полностью оплачено. То есть, что происходит? Как вы знаете, ЕС, НАТО все нам оплатят. В некоторых случаях нам оплатят страны Европейского Союза напрямую. Интересно, почему США возобновляют поставки вооружений Украине именно сейчас? Полгода паузы, за которые поставки вооружений, если не иссякли окончательно, то значительно сократились, были нужны исключительно как инструмент дозирования конфликта.
Военная хроника отмечает, что американцы сознательно держали Украину в состоянии ограниченного ресурса, чтобы выяснить сразу несколько вещей. Увидеть, что русские будут делать без давления со стороны Запада. Сдержать Киев от необратимых шагов, ударов вглубь России, обострений в Белоруссии или Приднестровье, от неповиновения и прочего, подтягивали поводок. Продавить Конгресс, выбить деньги, изменить правила игры, перераспределить ресурсы. Оценить потери, провести аудит не по фронту, а по политическим дивидендам и по масштабам воровства, придушить своих оппонентов внутри США и в Европе. Именно поэтому издание New York Times ранее писало, что оружие готово к отгрузке. Проще говоря, оно никуда не пропадало. Его просто не давали. Не потому, что не было, а потому, что не хотели давать прямо сейчас. Сейчас ситуация изменилась. США возвращаются в игру не из энтузиазма, а из обычного прагматизма. Для них сейчас падение киевского режима стратегически опаснее, чем затраты на его содержание. Причем многие наши уропатриоты начали посмеиваться над угрозами Трампа, прямо пропорционально тому, как несколькими месяцами назад они навязывали обществу мнение о том, что Дональд Фридович – наш слон, да и вообще, скоро его представят к награде за помощь в проведении СВО. На самом деле, Трамп оказался ровно тем, кем он был изначально, представителем враждебной группы мировой элиты, которая не намеревается с нами ни о чем договариваться и признавать наши геополитические интересы. Не стоит насмехаться над его угрозами, а лучше готовиться к вероятным сценариям экономической блокады, заметил журналист, политолог Алексей Албу. Срок 50 дней я вообще не хочу комментировать, в контексте обмана Ирана, которому Трамп тоже отводил какое-то время на соглашение, затем ударив из-под Многие международные компании, которые импортируют наши товары, столкнутся с тяжелым выбором – разорвать отношения с нами, либо США. И это действительно негативно отразится на экономике России. Не могу сказать, что эти санкции критичны для нашей экономики, но на фоне замедления деловой активности и падения потребительского спроса, спровоцированных необоснованно высокой ключевой ставкой, они действительно сильно ударят по ряду предприятий, а возможно и отраслей. Выходом из данной ситуации может быть укрепление союзнических отношений в рамках БРИКС+, создание резервных фондов и, главное, подготовка ответных мер экономического характера в отношении мирового гегемона. Военные аналитики прогнозируют скорое начало десантной операции в Одессе. ВС России уже начали готовиться к освобождению города, на это указывают цели нашей авиации. Но есть большие риски. Подробности читайте в материале «Новороссии». Без Одессы Украина превратится для Европы в бесперспективный проект. Этот город – последний крупный порт, связывающий Киев с Западом. Контроль над ним защитит Крым от ракетно-дроновых атак и заблокирует украинские морские диверсии в Черном море. Действительно ли Россия готовит десантную операцию по освобождению жемчужины у моря? В последнее время военный Рунет активно обсуждает возможную десантную операцию России в Одессе. Насколько эти прогнозы реалистичны? Ситуация на территории Украины действительно кардинально меняется, и тому много предпосылок. Страна столкнулась с критическим дефицитом ПВО, особенно после уничтожения нескольких батарей ЗРК «Патриот» и сокращения западных поставок. Это открывает нам возможность для массированных авиаударов, включая применение тяжелых авиабомб СУ-МПК, которые теперь могут преодолевать 80-100 км. Если раньше бомбардировщики не могли подойти ближе из-за угрозы перехвата, то сейчас, как показал удар по Кривому Рогу, украинское ПВО уже не справляется. Русские нащупали брешь в обороне противника. Совсем скоро на тылы ВСУ полетят тысячи авиабомб. И как это приближает десантную операцию в Одессе? Ключевой фактор здесь – разрушение логистики и подавление обороны. Россия уже наносит системные удары по НПЗ и нефтебазам, включая Драгобыческий, Чугуевский, Кременчугский заводы, а также целый ряд крупных нефтебаз и маршруты поставок из Румынии и Польши. Речь идет не о разовых акциях, а о повторяемой тактике. Это лишает ВСУ мобильности и топлива. Без ГСМ враг не сможет подтягивать резервы для обороны Одессы. Если добавить к этому прорыв на Херсонском направлении и форсирование Днепра, тогда могут быть созданы условия для десанта. Но сразу скажу, операция крайне рискована. В чем основной риск? А исторически все десанты упираются в логистику.
Вспомните попытки ВСУ форсировать Днепр. Они потеряли до 2 бригад, потому что не смогли обеспечить снабжение. Одесса и ее окрестности сплошь урбанизированная местность, идеальная для обороны. Морской или воздушный десант сразу окажется в окружении, эвакуировать раненых, пополнять боезапас и питание будет крайне затруднительно. Поэтому более вероятен другой вариант – речной десант. После прорыва на Херсонском фронте русские форсируют Днепр, займут Херсон и продвинутся вперед через Николаев, а потом отсекут Одессу от остальной Украины. Но и это потребует колоссальных ресурсов. Некоторые военные эксперты продолжают уповать на одесское сопротивление, которое способно подорвать оборону города изнутри. Как вам кажется, эти ожидания имеют под собой почву? И, конечно, жесткая мобилизация Зеленского спровоцировала волну недовольства, которая продолжает увеличиваться. И удары по ТЦК по приказу министра обороны Андрея Белоусова действительно хорошо воспринимаются населением всей Украины, а не только Одессы. Но я бы на партизан не рассчитывал, вряд ли в городе действует вооруженная и многочисленная группа, способная как-то реально повлиять на его оборону. Максимум точечные диверсии. Поэтому здесь Россия стоит надеяться только на себя, разрушая энергетику и НПЗ, чтобы ВСУ в ближайшее время столкнулись с коллапсом логистики и топливным голодом. Это создаст условия, при которых оборона Одессы станет проблематичной. Но нам нужна Одесса. России нужны все русские города. Тем более стратегический порт, позволяющий контролировать Черное море. Освобождение Одессы не только отрежет Украину от морских поставок вооружения и боеприпасов Запада, но и обезопасит Крым от ракетно-дроновых ударов. Кроме того, нашему Черноморскому флоту прекратят угрожать украинские безэкипажные катера. Но операция потребует координации всех родов войск от авиации до флота. Поэтому пока началась лишь подготовка к решающему сражению в СВО, разведка, удары по НПЗ, изматывание по ВИО. А окончательное решение будет зависеть от успехов на других... Вы были на канале Новостник. Оставляйте ваши комментарии, также подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь видео в соцсетях, потому что все ваши действия продвигают видео в топ.